В марте прошлого года Анне, спасательница животных, позвонил местный житель и сообщил, что заметил котенка, который забрался в отверстие стены торгового центра. Когда Анна пришла, она обнаружила, что полосатый котенок спрятался в небольшом отверстии в стене и боялся выйти. На улице холодало, и нужно было как можно скорее забрать малыша. Анна около часа простояла у стены, в попытках уговорить беднягу выйти из укрытия, чтобы ему помочь, но он был очень напуган. Анне пришлось выманивать его с помощью угощений, и котенок, наконец, вылез из убежища. Он подбежал к Анне, замурлыкал и с легкостью разрешил взять себя на руки. Котенок выглядел очень истощенно, шерсть была испачкана, он весь дрожал. Девушка укутала малыша в одеяло и отвезла в ветеринарную клинику. Всю дорогу котенок просидел на руках, отказываясь от переноски. При осмотре ветеринары обнаружили у него кишечную инфекцию и некоторые отклонения в работе органов. Ему требовалось длительное лечение и постоянный уход. Котенка назвали Лили. Никто не знал, почему эта малютка оказалась на улице, но она очень нуждалась в любви и заботе. Анна связалась с Кристин, волонтером общества спасения животных Святого Франциска, и та без колебаний приняла ее. Малышка сразу пошла на руки, она забралась на плечо Кристин и уткнулась ей в щеку. Лили была очень дружелюбной, постоянно просилась на руки и громко мурлыкала. Поначалу у нее возникли сложности в общении с другими котятами, но со временем она с ними сдружилась и стала себя чувствовать комфортно в их окружении. Спустя несколько недель малютка полностью восстановилась, набрала вес, а ее шерсть стала мягкой и блестящей. Лили превратилась в очень красивую кошечку. Она была готова для жизни в приемной семье, где ее будут окружать постоянным вниманием и любовью. Через несколько дней Лили приютили, и она обрела то, о чем всегда мечтала. У нее была теплая постель, вкусная еда и любящая семья. Она любила сидеть у окна и греться в лучах солнца, но больше всего ей нравилось обниматься и мурлыкать, сидя на руках у своих новых хозяев.